Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Реабилитация после коронавируса. О ковид стало известно только год назад. За это время умерло более 1 миллиона человек. Намного больше людей смогло справиться с инфекцией. То, что организм победил вирус, подтверждает отрицательный тест. Но его результат не гарантирует, что после выздоровления человек будет чувствовать себя так же хорошо, как до болезни. Перенесшие коронавирус жалуются, что еще долго испытывают упадок сил, чувствуют отвращение к привычной пище. После болезни возникает подавленное настроение, преследует сильная тревога. Как коронавирус влияет на иммунитет? Иммунная система человека при встрече с ковид сразу же вступает в борьбу. Вырабатываются антитела, на основе которых возникает клеточная память, а также важный элемент защиты – цитокины. При сильном иммунном ответе организм имеет высокие шансы справиться с патогеном. После того, как вирус побежден, иммунитет останавливает активную выработку цитокинов. Так должно быть в норме. Но при ковид не всегда случается именно так. Часто цитокины продолжают активно вырабатываться даже тогда, когда инфекция уже нейтрализована. Цитокины атакуют собственный организм, страдают легкие, печень, поджелудочная железа, головной мозг и периферические нервы, пищеварительные органы. Подобную реакцию организма называют цитокиновым штормом. Он представляет угрозу для организма и вызывает нарушение дыхательной функции, другие осложнения. Сколько времени нужно на восстановление иммунитета после COVID-19? Период восстановления после перенесенного коронавируса зависит от того, насколько сильным был иммунитет у человека до болезни, в какой форме протекал инфекционный процесс. В среднем реабилитация длится от 2 недель до 1,5 месяцев. При легкой форме. Легкая форма коронавируса сопровождается дискомфортом в горле, потерей аппетита. Температура повышается незначительно до 37,5 или понижается до 35,7-35,8 градусов. Уже спустя неделю после выздоровления человек чувствует себя нормально. При средней форме. Коронавирус средней тяжести вызывает повышение температуры до 38,5-38,7 градусов. Гипертермия сохраняется сутки или двое. Постепенно температура снижается. Возможна заложенность носа, утрата нюха и вкусовых ощущений, боль в горле. Иногда возникает одышка. Состояние улучшается на 5-8 день после начала болезни. Полностью исчезают симптомы и слабость спустя 7-10 дней. Реже через 3 недели после коронавируса. При тяжелой форме. Коронавирусная инфекция в тяжелой форме провоцирует нарушение дыхательной функции, работы нервной системы, пищеварительных органов. Лечение проводится в стационарных условиях. После выписки из больницы сохраняется слабость 2-4 недели. Для восстановления нормальной функции пострадавших органов требуется от 3 до 6 месяцев. Как восстановиться после коронавируса? Самой уязвимой перед коронавирусом является дыхательная система. Инфекция провоцирует двустороннюю пневмонию, в результате которой стенки альвеол теряют эластичность, заменяются фиброзной тканью. Отражается перенесенный коронавирус и на других системах, органах. Известно, что патоген поражает кишечник, почки, сердце, сосуды, головной мозг. В зависимости от того, насколько и какая именно система пострадала, врачи рекомендуют уделить особое внимание реабилитационным мероприятиям. Пройти восстановление можно в санатории или дома. Для тех, кто принял решение набираться сил после коронавируса не в специализированном учреждении, очень важно выполнять рекомендации врачей и заручиться поддержкой близких. Легкие. Пневмония после ковид не проходит бесследно. Уже после того, как тестирование показало, что вируса в организме нет, самочувствие нормализуется не сразу. У переболевшего человека наблюдается одышка. Врачи объясняют это тем, что пораженная часть легкого не справляется со своей функцией. Основная нагрузка приходится на неизмененные участки органа.
Им приходится работать более интенсивно, а значит чаще дышать. Кроме того, участки фиброзной ткани неэластичны. Во время вдоха они не растягиваются. Из-за этого в легкие попадает недостаточно воздуха. Чтобы избежать проблем с дыханием, врачи рекомендуют начинать реабилитацию уже во время пневмонии. Даже при тяжелом течении необходимо придавать телу такое положение, в котором легкие имеют возможность раскрыться максимально, лежать на животе, сидеть. После выздоровления необходимо выполнять дыхательную гимнастику, использовать тренажер Фокина. При длительном кашле очистить легкие от скопившейся мокроты помогает вибрационный массаж. Всем переболевшим пневмонией полезна спелеотерапия в соляной комнате, умеренная физическая нагрузка, плавание, прогулки на свежем воздухе, диетическое питание. Как долго придется восстанавливаться после коронавируса, зависит от индивидуальных особенностей организма. В случае, когда спустя 2 месяца после болезни одышка не исчезает, необходима помощь врача. Голос и глотание. У людей, перенесших легкую и средне-тяжелую форму коронавирусной инфекции, после выздоровления может сохраняться ощущение першения в горле. Избавиться от него помогает полоскание настоем календулы, липы, ромашки. Они снимают воспаление, увлажняют слизистую. В первые 2 недели после выздоровления нужно минимизировать нагрузки на голосовые связки. При тяжелой форме болезни с дыхательной недостаточностью пациентов реанимации интубируют. После того, как интубационную трубу извлекают, в горле ощущается сухость. Но самая частая проблема после интубации – ослабление мускулатуры, из-за чего кажется, будто в горле застрял ком, трудно глотать. Чтобы избавиться от проблемы, врачи советуют принимать пищу в спокойной обстановке, сидеть ровно во время еды, полчаса после приема пищи удерживать вертикальное положение тела, можно посидеть или походить. Есть медленно, тщательно пережевывая. Пробовать продукты разной консистенции. Если во время трапезы начинается одышка или кашель, стоит остановиться, отдохнуть несколько минут и продолжить еду. Для более быстрого восстановления горла важно поддерживать в помещении влажность воздуха на уровне 45-50%, температуру до 20 градусов. Обоняние. Обоняние при коронавирусе исчезает у большинства заразившихся. Зачастую аносмия – явление временное. Наступает оно из-за поражения вирусом обонятельных рецепторов и отека слизистой носа. Вернуть способность улавливать запахи помогает промывание носа раствором соли с водой. На 250 мл жидкости 2 грамма соли. Или орошение слизистой готовыми аптечными растворами. Если отек не проходит в течение 1,5 недели после выздоровления, то врач может рекомендовать короткий курс сосудосуживающих или гормональных средств в виде аэрозолей. В редких случаях проблему вызывает поражение ответственных за обоняние участков мозга. Вернуть чувствительность к запахам при таком нарушении помогает невролог. Он назначает лекарства и рекомендует делать специальные упражнения. Например, стоит принюхиваться к ярко выраженным ароматам и пытаться вдохнуть их полной грудью, представить или вспомнить, как пахнут разные предметы. Это помогает включить в работу пострадавшую зону мозга. Сердце. На фоне коронавируса могут возникнуть проблемы с сердцем. Заподозрить их можно, если через 2-3 недели после болезни возникают неприятные симптомы. Чувство нехватки воздуха, сдавливание в груди, аритмия. Чтобы выяснить причину недомогания и избежать усугубления проблемы с сердцем, необходимо не оттягивать визит к кардиологу. Специалист должен назначить анализ, биохимию, ревмопробы, электролиты крови, общей крови, ультразвуковое обследование и кардиографию. По результатам обследования специалист назначает медикаментозное лечение, рекомендует диету и режим физических нагрузок после коронавируса. Микробиом. Во время лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции
Врачи назначают препараты из группы противовирусных антибактериальных. Они негативно воздействуют не только на возбудителя болезни, но и на нормальную микрофлору организма. Вследствие нарушения микробного баланса нарушается нормальная работа кишечника. Снижается способность этого органа синтезировать витамины, участвовать в формировании иммунитета. Диета после коронавируса. Восстановить микрофлору помогает диета, богатая клетчаткой. Она содержится в свежих овощах, фруктах, цельнозерновых кашах. Врачи дополнительно рекомендуют принимать лактулозу. Этот изомер галактозы и фруктозы, как и клетчатка, создает в кишечнике оптимальные условия для развития нормальных бактерий. А заселить их в кишечник можно, принимая пробиотики: хелакфорты, бифифор, линекс, аципор. В диету стоит включить кисломолочные продукты, кефир, йогурт. Кожа и волосы. Как восстановить волосы после коронавируса? Выпадение волос, повышенная жирность кожи головы – частое последствие перенесенного коронавируса. Болезнь – сильный стресс, который нарушает гормональный баланс в организме, ослабляет волосяные фолликулы и провоцирует интенсивное выпадение. Нарушение гормонального равновесия влечет за собой и сбой в работе сальных желез. Чрезмерно активная секреция сала приводит к закупорке протоков, а в комплексе с общим снижением иммунитета становится причиной акне. После стресса часто развиваются и аутоиммунные нарушения – псориаз, экзема. При появлении проблем с волосами и кожей после коронавируса необходимо обратиться за помощью к дерматологу, трихологу, может понадобиться консультация аллерголога. Расстройство психики. Ментальные проблемы после коронавируса возникают на фоне нарушения связи нейромедиаторов в головном мозге, отвечающих за возбуждение, беспокойство, мотивацию. Люди, у которых воспалительный процесс отразился на работе мозга, жалуются на бессонницу, повышенную тревожность, подавленное настроение. Подобные нарушения обратимы при условии своевременной помощи. Невролог может назначить медикаментозную терапию, а также физиотерапию, направленную на улучшение обмена веществ и восстановление нормальных мозговых функций. Еще чаще возникают нарушения психологического характера, не связанные с поражением мозга. Причины депрессии, панических атак, повышенной тревожности и других расстройств после ковид – перенесенный очень интенсивный стресс. Его провокатором становится страх и беспомощность перед инфекцией, пребывание в больнице в тяжелом состоянии, социальная изоляция. Справиться с посттравматическим стрессовым расстройством удается только после курса психотерапии. Самостоятельно преодолеть проблему крайне сложно. Усталость. Как восстановиться после коронавируса взрослому человеку, если постоянно мучает усталость? Такой вопрос часто можно услышать от переболевших новой инфекцией. Действительно, организм тратит много сил на борьбу с вирусом, а сам заболевший проявляет меньше активности, чем обычно. За счет этого ослабляются мышцы. Чтобы вернуть силу, выносливость, врачи рекомендуют постепенно увеличивать физическую нагрузку, строго следить за самочувствием во время выполнения упражнений, при появлении тошноты, головокружения, головной боли прекратить занятия. Ежедневно совершать неспешные пешие прогулки, постепенно увеличивая дальность пути. По мере возвращения в нормальное состояние ходьбу стоит заменить легким бегом. Стремясь быстро вернуть былую физическую форму, важно помнить о том, что приступать к занятиям можно не ранее, чем разрешит врач. Если инфекционный процесс не завершен, то физическая нагрузка не добавит сил, а только ухудшит ситуацию. Витамины после коронавируса. Принимать витамины после коронавируса нужно, но делать это лучше после предварительного анализа. Если исследование покажет дефицит, тогда врач подберет комплекс. Самыми важными при восстановлении после перенесенной болезни считаются витамин D, С. Учитывая то, что инфекция негативно отражается на состоянии нервной системы, пользу принесут и витамины группы В. Важны для восстановления здоровья после коронавируса и микроэлементы.
Цинк улучшает работу всех систем организма и является вспомогательным средством для лечения коронавируса, оказывая противовоспалительное действие. Селен укрепляет иммунитет, способствует нормальной работе дыхательной системы. Реабилитация после коронавируса в домашних условиях. После выписки из стационара переболевший коронавирусом человек должен провести 14 дней дома. На этот период он получает индивидуальные рекомендации врача относительно реабилитации. Основное внимание необходимо уделить восстановлению иммунитета и разработке легких. Правильное питание. В период восстановления после коронавируса необходимо придерживаться диетического питания. В рационе должно быть достаточно продуктов белкового происхождения, мяса кролика, постной свинины, говядины, индюшатины. Готовить их нужно на пару или методом отваривания. В меню должны присутствовать цельнозерновые каши, салаты из овощей, фрукты, а также кисломолочные продукты – творог, кефир, йогурт с низкой жирностью. До полного выздоровления стоит отказаться от жирной, жареной, копченой еды, маринадов. После коронавируса полезно пить морсы из свежих или замороженных ягод – клюквы, брусники, черной смородины. Компоты из сухофруктов. Пользу принесут свежевыжатые соки из фруктов и овощей. Их употребляют через час-полтора часа после еды. От крепкого черного чая, кофе на период восстановления стоит отказаться. Эти напитки возбуждают нервную систему, что в период реабилитации нежелательно. Заменить их можно злаковым напитком с молоком, некрепким зеленым чаем. Дыхательная гимнастика после коронавируса. Выполнять комплекс упражнений для восстановления дыхательной функции необходимо не реже 3 раз в неделю, желательно ежедневно. Длительность одного занятия около 10 минут. Постепенно время выполнения упражнений увеличивается. При сильной слабости делать упражнения можно сидя или лежа. Дыхательная гимнастика приводит в тонус и укрепляет дыхательную мускулатуру, увеличивает эластичность легких и подвижность грудной клетки. После коронавируса без пневмонии стоит делать гимнастику по методике Стрельниковой. Нужно выполнять громкие и быстрые вдохи. После пневмонии более важно заново научиться делать глубокий вдох, задержать дыхание не менее 3-5 секунд. Выдох должен быть медленнее, чем вдох. Во время выполнения этого упражнения нужно медленно поднимать и опускать руки. Повтор 5-7 раз. Сидя на краю кровати, нужно упереться руками и слегка наклонить корпус вперед. Сделать глубокий вдох носом, на 5-7 секунд задержать дыхание и выдохнуть медленно через рот, одновременно произнося непрерывный звук «жжж». Повторять 5 раз. Стоя, наклонить туловище немного вперед, развести руки до уровня плеч и резко ослабить их. Одновременно с опусканием рук произнести звук «ха». Пользу после коронавируса приносит диафрагмальное дыхание, которое практикуют йоги. Первые тренировки можно провести лежа на спине, затем нужно выполнять упражнения стоя. Левую руку положить на верхнюю часть живота, правую на грудь. Медленно вдохнуть так, чтобы поднялась верхняя часть живота, а грудь не двигалась. Слегка напрячь пресс и выдохнуть. Повторить 4-5 раз. Физические нагрузки. Не стоит сокращать срок восстановления после коронавируса, резко увеличивая физические нагрузки в домашних условиях. В ситуации, когда человек изолирован и не имеет возможности прогуляться на свежем воздухе, стоит выбрать комплекс, который не будет вызывать сильной усталости, одышки. Зарядку можно делать на балконе или в хорошо проветренной комнате. В первые 2 недели комплекс упражнений должен включать наклоны туловища в стороны, вперед и назад, махи руками, упражнения ножницы, мельница, медленные приседания, махи ногами. По завершении изоляции разрешается совершать прогулки на свежем воздухе, начиная с 40 минут в день. Если нет слабости и головокружения, можно включить в реабилитационный комплекс езду на велосипеде по парку в спокойном темпе.
Советы врача о периоде реабилитации после ковида. Доктора рекомендуют реабилитационный период провести в максимально комфортных условиях. Следует избегать стрессов, чрезмерных эмоциональных нагрузок, даже если они носят положительную окраску. Важно много спать. Это добавит организму резерва для восстановления. По окончании периода изоляции необходимо прогуливаться на свежем воздухе не менее 40 минут ежедневно. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.